Всем привет! Как дела? Нам сегодня нужно многое обсудить, так что давайте сразу к делу. На этом видео видно, как Чингук прибывает в аэропорт. Интересно, что когда он выходит из машины, пусть даже это и происходит очень быстро, можно заметить, что с ним кто-то еще. Его не видно, но этого достаточно, чтобы вызвать несколько комментариев. Некоторые говорят, что с ним Тэхён. Конечно, нет точных доказательств, подтверждающих это, но в этом нет ничего необычного. Если присмотреться, мы часто видели, как Чингук и Тэхён путешествуют вместе, составляют друг другу компанию и разделяют такие моменты, так что предположение, что это сделал Тэхён, вполне логично. Что ж, как обычно, не все были рады такой возможности. Как только видео появилось несколько разных теорий. Одни стали утверждать, что человек, путешествующий с Чингуком, был любимчиком, другие утверждали, что это был сотрудник. Но те, кто следит за Чингуком и Тэхёном какое-то время, знают, что это объяснение не совсем верно. Почему? Потому что менеджеры, когда они путешествуют вместе, почти всегда сидят на переднем сиденье, Чингук и Тэхён обычно сидят сзади, только они вдвоем, и мы видели это неоднократно. Это своего рода их привычка, способ провести время вместе и расслабиться. Поэтому, если проанализировать ситуацию подробнее, логичнее всего предположить, что Тэхён был там. И есть еще кое-что, что подкрепляет эту мысль. Многие фанаты заметили странную закономерность: всякий раз, когда Чингук путешествует, Тэхён обычно выступает вживую. Это происходит не в первый раз, это происходит так часто, что уже не кажется простым совпадением. В тот раз, когда Чингук был в аэропорту, Тэхён появился лично накануне. Он проводил время со всеми, рассказывал о своем дне, говорил естественно и показывал свою настоящую сторону, которую все так любят. Как будто он знал, что в этот момент внимание будет приковано к Чингуку, и каким-то образом они соединились. Возвращаясь к видео, хотя на кадрах не видно, кто был в машине, теория о том, что это сделал Тэхён, остается наиболее правдоподобной. Они раз за разом показывали, что им нравится путешествовать вместе и им комфортно это делать. Это не новость, лишь один из многих моментов, которые они пережили вместе. Очевидна реакция людей. Одни радуются этому совпадению и тронуты тем, как Чингук и Тэхён продолжают поддерживать эту очевидную близость, другие предпочитают отрицать это, придумывая другие объяснения. Но если сложить все воедино, вывод очевиден. Доказательства кроются не в одном изображении или коротком видео, а в повторяющейся закономерности: совместные поездки, привычка сидеть на заднем сиденье автомобиля, прямые трансляции Тэхёна одновременно с путешествиями Чингука – все сходится. И хотя некоторые хотят назвать это совпадением, для многих это уже не кажется совпадением. Теперь давайте перейдем к детали, которая была предметом многочисленных обсуждений: двум маленьким точкам у Чингука возле глаз, которые выглядят как небольшие углубления на коже. С момента их появления многие начали выдвигать различные теории. Некоторые считают, что он, возможно, поранился, в то время как другие, немного более отчаянные, начали предполагать, что это сделал с ним любимый игрок во время игры. Подобные комментарии не новы, всегда находятся люди, которые пытаются связать все, что происходит с Чингуком, с его любимым игроком, даже если это абсурдно. На самом деле это объяснение неверно. Чингук не травмировал себя, не говоря уже о том, что это был кто-то другой. Истина довольно проста: это был новый пирсинг, который он решил сделать возле глаза. Этот стиль ему идеально подходит, и при сравнении он очень похож на тот, что у него в ухе. Идея о том, что точки были результатом несчастного случая или игры, безосновательна. На самом деле Чингук просто хотел попробовать что-то новое, и, как обычно, он заставил всех говорить о своем выборе. Хотя эта деталь вызывает споры, важно то, что каждый раз, когда Чингук появляется, он продолжает привлекать внимание. На этот раз он появился в Calvin Klein, и, как и ожидалось, его образ произвел огромное впечатление. Его наряды всегда удивляют, и для него не редкость задавать тренды каждый раз, когда он появляется. Хотя мы не видели ее с Тэхёном в этом видео, в последних видео они чаще проводят время вместе.
Это позволяет поклонникам заметить, как хорошо они смотрятся вместе. Всякий раз, когда они появляются в одном месте, контраст между ними ощутим, и становится ясно, насколько комфортно им друг с другом. Эти детали усиливают связь, которую многие видят между ними, поэтому для тех, кто поддерживает Тэхёна, эти ситуации еще больше укрепляют мысль о том, что их отношения реальны. Совпадения, моменты, которые они разделяют, и то, как естественно они дополняют друг друга, в конечном счете показывают, что это не просто домыслы. Образ Чонгука с новым пирсингом может быть скрытым инцидентом, но если связать его с тем, что мы видели с Тэхёном в последнее время, все становится понятнее. Важно также указать на один момент. Всегда найдутся люди, которые попытаются очернить это или найти альтернативные объяснения, не соответствующие действительности. Некоторые комментаторы часто пытаются отвлечь внимание, утверждая, что происходящее с Чонгуком всегда связано с Тэхёном или что Тэхён – фальшивка. Однако доказательства налицо, они очевидны в каждой детали. Новый пирсинг Чонгука – лишь один из примеров его стиля и склонности к обновлению своего образа. И хотя на этот раз он не имеет прямого отношения к Тэхёну, не стоит забывать, что в последние недели их стали чаще видеть вместе. В каждом случае они выглядят близкими, спокойными и совершенно естественными. Для многих фанатов это лучшее подтверждение их чувств. Для тех, кто хочет критиковать или отрицать очевидное, этот канал не фокусируется на подобных комментариях. Здесь акцент делается на поддержке, на том, чтобы подчеркнуть то, что происходит на самом деле, и признать реальность Тэкука. Это истина, которая, хотя и может кого-то смущать, остается верной и все больше подкрепляется фактами. В отношениях Тэхёна и Чонгука есть что-то, что всегда приковывает наше внимание. Не только то, что они говорят в интервью или на камеру, но и то, что они делают, даже не осознавая этого. Когда они близки, все, казалось, менялось. Они прикасались друг к другу без страха, они подходили друг к другу естественно, словно между ними не было преград, и смотрели друг на друга с искренностью, не требующей объяснений. Это не был сдержанный жест, и это не была единичная сцена. Интересно то, что это повторялось снова и снова, в разное время и в разных местах, словно стало частью их совместной жизни. Именно эта повторяемость заставила многих фанатов увидеть в этом нечто большее, чем просто игру или подготовку к выступлению, потому что их взаимодействие было слишком искренним, чтобы быть частью представления. Хотя в этот раз мы не видели Чонгука в компании Тэхёна, в последних видео они проводили больше времени вместе. Эти моменты, пусть и короткие, помогли фанатам осознать, насколько они подходят друг другу. Когда они выступают вместе, контраст между ними становится очевидным сразу. Будь то на сцене, в аэропорту или в эфире, вы чувствуете, как комфортно им находиться рядом. Эти детали подкрепляют идею особых отношений, ведь дело не только в совместном выступлении, но и в том, как они это делают. Их жесты, их манера речи, их первые реплики – все это передавало искреннее доверие. Для многих то, что мы увидели между Тэхёном и Чонгуком, вышло за рамки визуального ряда, поскольку они, казалось, не пытались произвести впечатление или привлечь внимание. Разница в том, когда двое играют, часто чувствуется их намерение выступить идеально, показать зрителям что-то. Но когда два человека по-настоящему понимают друг друга, им не нужно ничего планировать. Вот что произошло с Тэхёном и Чонгуком. Они не пытались быть вместе перед камерой только для того, чтобы завязать разговор. Они искали друг друга, потому что так устроена их связь. Они привыкли к близости, к прикосновениям без страха, к искренним взглядам друг на друга. И по мере того, как все это повторялось снова и снова, в конце концов стало ясно, что это не совпадение. Скорее, именно то, как они ведут себя вместе, стало частью их самих. Именно эта неоспоримая естественность делает Тэхёна таким реальным для тех, кто за ним наблюдает. Если вспомнить разные моменты их совместной жизни, та же закономерность прослеживается. Когда Чонгук и Тэхён оказываются в одном месте, можно почувствовать, как меняется атмосфера. Им не нужно ничего говорить, чтобы передать то, что происходит между ними, их взгляды говорят громче слов. Поклонники не раз отмечали это, они понимают друг друга с первого взгляда, словно у них есть свой язык. И это не то, что можно создать или повторить из чувства долга, это происходит естественно.
Вот почему каждый раз, когда они появляются вместе, они всегда в центре внимания. Как бы некоторые не пытались это преуменьшить, факт остается фактом. Раз за разом их жесты и манера общения лишь усиливают мысль о том, что между ними есть что-то более глубокое.